Всем привет. Не знаю, как будет слышно, но в общем, вот это вот наш кастом DIY, не знаю, как его назвать, стелс-бомбер. Сразу скажу, это не просто покатушки. Основной акцент этого проекта – безопасность электрической системы. Я не хотел, чтобы байк постоянно был подключен к батарее, поэтому весь билд строился вокруг предзаряда и контактора. По сути, это решение, которое давно используется в технике. Я просто адаптировал их под свой e-байк. Поехали! Сейчас мы попробуем на нем поехать. Езжу на нем уже неделю. 72 вольта, мотор, ну здесь порядка 2 киловатт. Вот, поворотники, стоп-сигнал, передняя фара, номера. Ну, у нас просто без номеров ездить нельзя. Весит он тяжело, много. Батарейка примерно 39, не примерно, а 39 ампер-часов. Вот. Все это собиралось и делалось на протяжении 5 месяцев. Это бегущие цифры, это предчардж, предзаряд. Вышли в номинальное напряжение 72 вольта, но полный заряд это 2,84. Теперь 12-вольтовая линия. Можно включить контроллер. Так. Ну, теперь мы включаем фару. И auxiliary lights. Дополнительный свет. Левый, правый. Тормоза у нас отрабатывают. Тормоза отрабатывают. Окей. Все, можно ехать. Вот, игрушка, конечно, классная. Стоило много нервов. Колеса тут 26-инчовые. Можно сказать так, что вся система напоминает мотоциклетный сетап, но что касается диск-брейков, тут все-таки уровень велосипедный, поэтому на торможении, разъезжая на такой бандуре, чувствуется, что это не мото тормоза и колодки. Конечно, было бы лучше поставить на такую штуковину, наверное, тормоза от Таларии или от Сурона. Ну, по железке, в смысле по железу, они просто по калиперу не подойдут. Нужно будет халтурить. Халтурить здесь невозможно, потому что придется резать, не резать, а заниматься сварочными работами. Поэтому придется ездить пока как есть. И ездить аккуратно, потому что бандура тяжелая. Первый передний диск немножечко ведет при сильном торможении. Ну, понятно, большой вес. Но я думаю, байк весит около 50 плюс 60 килограмм. Все в своей совокупности. Желательно, конечно, поставить сюда Magura MT5, что я и сделал. Но желательно, конечно, и free-floating диск. То есть диск, в котором внешняя часть на заклепках стальных, а внутренняя часть она не ходит, то есть ее не ведет. Во время сильного тормоза получается, что тебя диск не ведет восьмеркой. Вот. Первое впечатление, конечно, штука классная. Не измерял физическую скорость через GPS-трекер. Ну вот на дисплее родном, который идет с контроллером, с обводом на 150 ампер. Нет, все нормально. Это не 150 ампер. Тут 35 ампер. И на самом деле едет он очень быстро. Ну, на дисплее вот на этом доходит до 72. Иногда до 95. В зависимости, насколько сильно нажмешь газ. Вот. Ну, естественно, я думаю, что это не настоящие 72 или 95 км в час. Вот, поэтому нужно будет по возможности замерить. Я как бы еще нахожусь немного в шоковом состоянии. Это что-то нечто новое для меня. И он тяжелый, это приходится таскать с первого этажа, грубо говоря, на подвешенном ремне, подвешивая за ремень.
Ну и вот сегодня 6-й или, скажем, 7-й день моих покатушек. В такой бандуре мощно никогда не ездил. Поэтому на кочках пока аккуратно, и нужно будет проводить инспекцию всех сваренных мест, ну там, рулевой стакан и так далее, и тому подобное. Вот. Касательно электрика, ну, в общем, электрикой я долго занимался в этом велосипеде. Тут все как примерно по безопасности, как на электрокаре. Тут есть система причардж предзаряда, тут есть контактор, который выдерживает ток до 180 ампер. Он питается 12-вольтовой катушкой. То есть катушка замыкает два контакта толстых, болты на М8, 8 миллиметров. И вся эта штуковина, грубо говоря, ночью при выключенном ключе она размыкается. То есть у вас батарея не находится постоянно включенной к контроллеру. Вот, просто на контроллере, вот почему я пришел к теме с контактором, потому что очень сильно боялся, чтобы, если что-то замкнет, пока ты спишь, чтобы оно не было подключенным к батарее. Если кто не знает, то на контроллере есть входные конденсаторы. Но эти конденсаторы иногда бывает такое, что они деградируют. Да и вообще, в общем, нездоровая эта фишка, когда ты спишь, чтобы батарея у тебя была подключена 24/7, ну, чтобы жрала микроток на ночь глядя. Вот, поэтому было принято решение поставить сюда контактор, ну и индустриальный предохранитель с кварцевым песком на 40 ампер. Потом, может, покажу, если соберусь силами, покажу все схемы. В общем, во время нажатия на кнопку причарджа через тоненький провод, через эту зеленую кнопку, проходит слабый ток. Резистор лимитирует количество проходящего тока. Если посмотреть на схему, то на схеме можно увидеть, что параллельно силовой линии есть провод предзаряда. Когда нажимаешь на кнопку, то начинает течь слабенький ток. Что происходит, по сути дела? Когда мы соединяем нашу батарею с контроллером, в батарее и в контроллере есть разность потенциалов. То есть в батарее 84 вольта, а на входном конденсаторе контроллера у нас 0 вольт. Из-за разности потенциалов появляется ток. Этот ток начинает течь в ту точку, где меньший потенциал. Таким макаром получается, что потенциал батареи 84 вольта или 72 вольта начинает сравниваться с потенциалом, накапливающимся на стороне контроллера на его входном конденсаторе. Поэтому мы видим такую картину. При нажатии кнопки у нас бегут цифры. Вот, таким макаром, эта штуковина, которая называется предзаряд, мы, имея такую штуку, минуем разрушение нашего контакта. На нем не происходит искр. В данном случае речь идет про контактор. То есть, если бы я не реализовал эту штуку с причарджем, из-за разности потенциалов между батареей и пустыми входными конденсаторами контроллера проходила бы искра. Даже несмотря на то, что сам контактор может выдержать замыкание при разности потенциалов, когда и в этом случае появится искра, вопрос, сколько лет он будет это выдерживать. То есть, что происходит? Происходит микроразрушение контакта, этих пластинок, которые контачат между одним контактом и вторым контактом. Происходит мини-дуга, эдакая мини-сварка. Представьте себе микроаргон, который постоянно дает какую-то искру. У тебя начинают чернеть контакты. Например, вот на таком велосипеде ехать и повернуть ключ во время нагрузки, появится сильная дуга. Но, слава богу, контактор, такой как Allbright, умеет гасить дугу, которая появляется под напряжением. Система причарджа минимизирует появление искры, и тем самым ты, грубо говоря, спасаешь и продлеваешь значительно жизнь своему контактору. Вот как-то так.
Спасибо за просмотр. Как видите, здесь получилось всего понемногу. От общих вещей до технических деталей. Но основная идея, конечно, была простой. Сделать байк максимально безопасным по электрике. Поэтому весь билд, естественно, строился вокруг предзаряда и контактора. Дальше уже постараюсь разобрать каждый узел отдельно. Пока-пока.